На жизнь и поведение многих людей очень сильно влияет такая эмоция, как страх. Если страхом не управлять, то иногда он полностью перехватывает управление телом человека. Это называется паническая атака. Из видео «Что такое человек» вы знаете, что внутри нас находятся целых 4 независимых центра принятия решений, которые управляют нашим поведением. Сейчас нас интересует только 2 центра. Это центр готовых решений или подсознание, где хранятся наши верования, убеждения, страхи и другие программы управления нашим поведением, и центр обеспечения безопасности, или наш рептильный мозг. Из следующего видео «Что такое наши эмоции» вы уже знаете, что эмоции – это есть реакция нашего рептильного мозга на сравнение реальности и наших ожиданий. Если реальность не совпадает с ожиданиями, рептильный мозг переводит человека в новое состояние, или по-иному человек испытывает какую-то эмоцию. Сейчас нас интересуют только негативные эмоции, поскольку страх относится именно к ним. Когда возникает страх? Как условие возникновения любой эмоции, сначала должно быть расхождение реальности и ваших ожиданий. Например, вам на работе сказали, что в компании в следующем месяце будет проводиться сокращение штата. Понятно, что эта информация противоречит вашим ожиданиям о том, что вы будете работать здесь до тех пор, пока сами не решите уйти отсюда. Ваш рептильный мозг отслеживает это расхождение и быстро оценивает, сможете ли вы повлиять на ситуацию, если перейдете в состояние раздражения или гнева, и приходит к выводу, что это не поможет. То есть, вы не можете силой повлиять на ситуацию. Дальше ваш рептильный мозг решает, стоит ли пытаться что-то сделать, чтобы вы остались на этой работе после сокращений, и решает, что можно попытаться что-то сделать. Для этого он переводит вас в состояние возбуждения, которое вы оцениваете как страх перед неизвестным будущим. Вся эта последовательность внутренних процессов отражена на алгоритме. Уровень возбуждения, который может создать в вас ваш рептильный мозг, будет зависеть от величины расхождения реальности и ваших ожиданий. Например, если информация о возможных сокращениях была не точной, а всего лишь слухом, который принесла не пользующая доверием сотрудница, то вряд ли вы сразу испытаете страх. Скорее всего, у вас возникнет легкая тревога, которая активирует вас на поиск более точной информации о сокращениях. Если же информация о возможном увольнении будет точной, то вы испытаете страх, поскольку вы совершенно не представляете, где вам искать новую работу. Если же точно выяснится, что ваша фамилия уже есть в списках на увольнение, а найти работу в вашем городе очень сложно, то вы можете испытать что-то типа ужаса перед непонятным будущим. То есть волнение, тревога, страх или ужас – это разные уровни проявления одной и той же защитной реакции вашего рептильного мозга на расхождение реальности и ваших ожиданий. Заметьте, что при этом ваш разум никак не задействован, то есть никого не интересует, что вы думаете по поводу происходящего. Некогда думать, нужно действовать, спасать вас. Так ведет себя наш рептильный мозг. И чем выше ваша инстинктивность, тем вольготнее рептильный мозг чувствует себя внутри вас. Его можно, конечно, угомонить с помощью воли, но это доступно только внутренне очень сильным и волевым людям. Они тоже испытывают страх, но не позволяет ему перехватить управление своим телом. Раз вы смотрите это видео, это не вы, скорее всего. Вам интересна тема страхов, поскольку она актуальна для вас. Как вы уже знаете, любое сильное переживание оставляет в нашем теле след в виде эмоционального блока. Задача любого эмоционального блока – обеспечить вашу безопасность и отстоять вашу картинку мира. Если этот блок создан энергиями раздражения или гнева, то он готов силой защитить вас. В случае страха эмоциональный блок будет защищать вас не путем силовой борьбы, а каким-то другим способом. Например, он может предупреждать вас об опасности и переводить вас в состояние готовности либо спрятаться, либо убежать. Эмоциональный блок страха, один раз появившись у вас в теле, будет затем всю жизнь защищать вас.
Вы явно слышали о ситуациях, когда ребенка в детстве испугала злая собака, и он потом всю взрослую жизнь опасается собак. Или вы попали в автомобильную аварию, и потом всю жизнь боитесь ездить на автомобилях. Подобных вариантов много. Было стрессовое событие, оно оставило в вашем теле воспоминания в виде эмоционального блока. И потом этот блок будет защищать вас все последующие годы, хотя никакой опасности больше не будет. То есть в основе страха всегда лежит какое-то сильное переживание. Вы можете помнить о нем, а можете совершенно не помнить. Это будет влиять лишь на то, каким инструментом вы будете убирать из себя ваш эмоциональный блок страха. Когда вы идете на поводу у своего эмоционального блока страха и полноценно испытываете те состояния, которые он порождает в вас, то вы усиливаете его. И со временем он может стать таким мощным, что без помощи врача вы не сможете совладать с ним. То есть можно сделать вывод, что наш страх – это не какое-то отдельное вирусное или психологическое заболевание. Это всего лишь сгусток энергии, которую когда-то дал вам ваш рептильный мозг с целью защитить вас от реальной или воображаемой опасности. Дальше вы вместо того, чтобы убрать из себя этот энергетический сгусток, позволили ему управлять вашим поведением. В результате такого вашего попустительства он почувствовал себя важным и нужным и начал принимать активное участие в вашей жизни. Чтобы доказать свою важность, эмоциональный блок страха начинает выискивать вокруг вас ситуации, которые он сам же трактует как опасные, и тут же возбуждает в вас эмоции тревоги или страха. А вы ведетесь на эти его провокации, вместо того, чтобы просто убрать из себя этого навязчивого защитника. Фактически вы перестали быть человеком, управляющим собой, а стали марионеткой в руках у вашего же глюка. Можно ли изменить эту ситуацию? Можно. Но здесь нужно понимать, что любой страх выполняет только одну функцию. Он обеспечивает вашу безопасность доступными ему средствами. Поскольку мы живем в не очень-то безопасном мире, страх вам нужен. Он придет к вам на помощь, если кто-то будет вам угрожать, или если ваш автомобиль будет пытаться съехать под откос, и во многих других ситуациях. То есть, если с вами будет происходить реально опасное событие, тогда ваш рептильный мозг мгновенно отреагирует на ситуацию и так изменит ваше энергетическое состояние, чтобы вы защитили себя. Это вполне оправданное реагирование, и мы не будем с ним бороться. Но у нашего рептильного мозга есть особенность. Он не может отличить реально происходящие события от игры нашего воображения. Например, когда ночью вам приснился кошмар, то ваше тело испытывает вполне реальный энергетический подъем или спад, хотя это была всего лишь игра воображения. То есть во время такого энергетического подъема вы могли создать в себе вполне реальный эмоциональный блок страха, который потом многие годы будет влиять на вашу жизнь. А ведь кроме ночных кошмаров есть еще разные боевики, ужастики, драмы, где вы испытываете вполне реальные переживания. В эти моменты вы тоже могли создать в себе эмоциональный блок страха, который потом будет влиять на вас многие годы. Поэтому страхи, порождаемые нашим воображением, терзают нас ничуть не меньше, чем страхи от реальной пережитой вами опасности, а то и много больше. Из этого можно сделать вывод, что существует два источника создания эмоциональных блоков страха. Первый источник – это реальный, сильный страх по любому поводу, имевший место в вашем прошлом. Было какое-то реальное событие, угрожающее вашей безопасности. С целью вашей защиты рептильный мозг перевел вас в возбужденное состояние. Вы что-то сделали, но не использовали всю возбужденную вас энергию. Неиспользованная тогда часть этой энергии отложилась у вас в теле в форме эмоционального блока, и теперь она выполняет свою задачу, защищает вас от повторения этого события. Например, вы женщина. Вы были замужем или просто влюблены, и при расставании с мужем испытали сильнейший стресс. Теперь ваш страх уберегает вас от мужчин,
поскольку они могут выступить источником очередного стресса. Или вы могли очень эмоционально отреагировать на смерть близкого вам человека. Дальше у вас возникает страх перед смертью. Или вы женщина, и вас пытались изнасиловать. Порожденный в момент этого сильного стресса эмоциональный блок будет создавать вам страх перед повторением этой ситуации. Еще вариант. Вы потеряли большую сумму денег в результате кризиса, банкротства или обмана. В результате у вас в теле образовался большой эмоциональный блок, который теперь уберегает вас от денег. Они могут снова выступить источником вашего стресса. И так далее. То есть, было какое-то реально высокоэмоциональное событие, о котором вы помните. В результате этого события у вас в теле остался энергетический заряд, он же эмоциональный блок, главная задача которого – уберечь вас от повторения ситуации, которая опасна для вас. Еще возможен вариант, когда имела место реальная стрессовая ситуация, о которой вы захотели забыть. Произошло так называемое вытеснение этой информации, и вы ничего не помните о реальном событии, являющемся источником вашего страха. Для этого варианта страха главное, что он является следствием какого-то реального события в прошлом, хотя вы можете ничего не помнить об этом событии. Второй вариант возникновения страха, когда вам кажется, что никакого реального события в прошлом не было, а страх есть. Значит, стрессовое событие все же было, но оно существовало только в вашем воображении. Рептильный мозг не отличает физическую реальность от воображаемой. В обоих случаях он узнает об опасности только по набору примерно одинаковых нервных импульсов от наших органов чувств. То есть, вы могли увидеть по телевизору или в кино какое-то опасное событие и представить себе, что вы оказались в этой ситуации и пострадали в ней. Либо вы стали свидетелем какого-то несчастного случая или преступления, и вы могли представить себе, что это событие произошло с вами. Ваш рептильный мозг среагировал на эту воображаемую опасность как на реальную и дал вам заряд энергии, которая породила в вас эмоциональный блок. Или вам мог присниться какой-то кошмар, в котором вы заболели, вас предали, обокрали или произошла еще какая-то неприятность. Ваш рептильный мозг среагировал на сон как на реальную опасность и дал вам заряд энергии для защиты себя. Поскольку вам некуда было использовать эту энергию, она вся отложилась в вашем теле в виде эмоционального блока. А дальше этот эмоциональный блок каждый раз будет переводить вас в состояние страха, когда вы увидите хоть что-то, напоминающее ситуацию из вашего сна или воображаемой опасности. А такого в нашей жизни более чем достаточно, стоит только послушать новости по телевизору или узнать их из интернета. Вам нужно научиться убирать эти страхи, поскольку они не дают вам никакой реальной защиты, а только создают проблемы. А понять, нужен нам какой-то страх или нет, мы можем только с помощью нашего второго центра принятия решений, с помощью разума. Поэтому мы будем использовать наш разум, чтобы выявлять и убирать только ненужные нам страхи. Это не так просто, поскольку рептильный мозг не подчиняется разуму, свои решения он принимает совершенно самостоятельно. А убрать эмоциональные блоки может только тот же рептильный мозг. А он убирать их совершенно не горит желанием, сами понимаете. То есть мы можем попробовать дать себе приказ больше не испытывать страх по поводу неизвестного будущего или страх полетов на самолете. Но, скорее всего, этот приказ не будет исполнен. Рептильный мозг просто не воспримет наш приказ всерьез, поскольку он будет направлен на уменьшение вашей безопасности. Но, тем не менее, повлиять на поведение рептильного мозга можно, зная алгоритм его реагирования на реальную или воображаемую опасность. Эти подходы отражены в алгоритме действий по устранению страха, приведенном ниже этого видео. Согласно алгоритму, вам рекомендуется припомнить все ваши страхи. Это могут быть самые разные страхи, их бывает множество. Есть очевидные, которые уже достали вас, а есть такие, о которых вы не помните, но они оказывают неосознаваемое вами влияние на вашу жизнь.
Например, когда-то в глубоком детстве родители дали вам денег и послали в магазин купить продуктов. По дороге вам встретились мальчишки-хулиганы и отобрали у вас деньги. Вы пережили сильный стресс, вам было стыдно перед родителями, они могли ругать вас. В итоге внутри вас образовался эмоциональный блок, который защищает вас от повторения подобного стресса. То есть он делает так, чтобы у вас было поменьше денег, чтобы вы не могли их потерять и испытать еще раз сильный стресс. В итоге вы бессознательно избегаете попадания вам в руки больших денег, хотя на сознательном уровне можете желать иметь их побольше. И подобных стрессовых ситуаций, которые когда-то произошли и могли оставить в вас свой след, могло быть немало. Если вы начнете их припоминать, то ваше подсознание может помочь вам в таких внутренних поисках. Если среди них имеются страхи, для которых вы четко помните ситуацию, когда они возникли, то вам нужно будет поработать с этими страхами с помощью приема «Поход в кинотеатр». Видео об этом приеме вы найдете на рабочей странице ниже в зоне 2. Иногда 3-4-разовая проработка многолетнего страха с помощью этого приема убирает его навсегда. Если вы не помните момента, когда в вас появился ваш страх, то используйте другие инструменты, которые приведены в зоне 2 рабочей страницы. Это разные приемы, аудионастрои, специализированная пошаговая программа и прочие инструменты. Если вам хочется убрать страхи побыстрее, то вы можете поработать с ними по алгоритму в зоне 3 рабочей страницы. Поскольку эмоциональный блок убирается с помощью техники прощения, вам будет предложено поработать с вашим страхом с помощью приема «Эффективное прощение». В качестве объектов прощения вам можно будет выбрать себя, сам блок страха или те объекты, которых вы боитесь. Там вы найдете примеры развернутых формул прощения на все нужные вам объекты. Если нужный результат не достигнут, вам стоит разобраться с вашей самооценкой и вытекающей из нее энергетикой. Если вы уверены в себе, хорошо относитесь к себе, то у вас высокая энергетика. Ваш рептильный мозг чувствует, что вы можете защитить себя и не терзает вас страхами. У вас могут быть страхи, конечно, но совсем немного. Если же с самооценкой дела у вас плохи, вы вечно недовольны собой, во всем виноваты, то энергетика у вас слабая. Вам сложно защитить себя. Поэтому ваш рептильный мозг озабочен вашей защитой и порождает в вас множество страхов. Поэтому вы можете дополнительно поработать над повышением своей самооценки в разделе 7 «Наиболее востребованные темы. Самооценка» на главной сайта. Там вы можете поднять свою самооценку, и часть страхов уйдут от вас сами собой. Если самооценка у вас в порядке, но страх имеется, то вы продолжаете работу по алгоритму на этой рабочей странице. Далее, алгоритм предлагает вам поменять некоторые свои убеждения, хранящиеся в вашем центре готовых решений, то есть в подсознании. Для этого вы описываете ваше нынешнее поведение как бессознательную программу поведения, включающую в себя страх, и рассматриваете эту нынешнюю программу своего поведения как негативное убеждение. Затем вы по определенным правилам составляете себе позитивные утверждения, являющиеся вашей новой программой поведения, и в этой новой программе вашего поведения никаких страхов не будет. И затем вы загружаете в себя ваши позитивные утверждения с помощью приема «Эффективное самопрограммирование». Когда загрузка позитивных утверждений произойдет, они станут вашими новыми программами поведения, и в этих программах не будет никаких страхов. Значит, вы перестанете испытывать те страхи, которые вы проработали указанным выше способом. Искомая цель достигнута. Надеемся, что в результате просмотра этого видео вы поняли, что все ваши страхи – это не какая-то болезнь или внешнее воздействие. Это итог действий вашего же внутреннего защитника, который изо всех сил старается обеспечить вашу безопасность. Поблагодарите его за заботу о вас и вполне сознательно поднимите свою самооценку или просто уберите те страхи, которые забирают у вас энергию,
или создают вам проблемы на пути к вашим целям. Общий вывод этого видео состоит в том, что нужно перестать считать свои страхи чем-то объективно значимым, реальным. Это всего лишь результат вашей лени или незнания того, что вы можете повлиять на свои страхи. А на деле вы легко можете их убрать. Действуйте!